Всем привет, друзья! С вами снова Петя в кино. И сегодня у нас обзор на новый фильм киновселенной Marvel и последний фильм киновселенной для Джеймса Ганна. Стражи Галактики, часть 3. Погнали! Давайте просто признаем, большинство последних проектов Marvel с трудом вызывали какие-то чувства, кроме разочарования. Думаю, у меня, как и у большинства, были слегка заниженные ожидания от новых приключений Стражей. В ноябре 2014 года Джеймс Ганн заявлял об идеях для третьей части, а в апреле 2017 года он официально подтвердил начало написания сценария и постановки триквела. В июле 2018 года компания Disney уволила Ганна из-за обнародования его давних скандальных твитов. После того, как Ганна уволили, в сети развернулась целая кампания в его поддержку, а петиция за восстановление в должности собрала свыше 30 тысяч подписей. За Ганна вступились и многие знаменитости, включая весь актерский состав фильма «Стражи Галактики». В итоге Джеймс Ганн вернулся, чтобы срежиссировать финал трилогии и уйти из киновселенной Marvel, став руководителем новой киновселенной DC. Смог ли Джеймс Ганн превзойти ожидания и, вопреки всему, уйти с высоко поднятой головой? Давайте разберемся. Сюжет триквела повествует о новых приключениях Стражей Галактики. На этот раз Стражи будут не просто спасать вселенную от очередного злодея, а постараются защитить самое главное – свою семью. Фильм наполнен юмором, музыкой и просто океаном слез. Третья часть уделяет значительно больше времени предыстории ракеты, происхождение которого было окутано тайной до выхода данного проекта. В триквеле Стражей Джеймс Ганн очень грамотно закрывает эту и множество других сюжетных линий, начатых в первых Стражах Галактики. Стражи Галактики часть 3 – огромное количество персонажей, и каждый из них получает свою минуту славы. Джеймс Ганн провел отличную работу с каждым из героев, очень лаконично в рамках трилогии, завершая историю каждого из них. Актерская игра и взаимодействие всех членов Стражей Галактики выполнены на высшем уровне. Ты веришь персонажам, в их чувства и в их эмоции. Здесь выделяется лишь Адам Ворлок, который является чисто функциональным персонажем. Однако и злодей картины «Высший эволюционер» в исполнении Чиквуди Ивуджи показался мне хоть и харизматичным злодеем, но достаточно плоским в своем характере. Высший эволюционер – это персонаж, страдающий комплексом бога, старающийся вывести идеальную расу, используя для этого невинных существ, которые служат для него подопытным материалом. Да, злодея ты ненавидишь от начала и до конца за его жестокость, однако к концу фильма ты так и не понимаешь, почему он стал тем, кем стал, и поступает именно так. Критично ли это минус? Нет. Харизма актера и его взаимодействие с другими персонажами не кажутся неестественными. В третьей части Стражей даже у самых, казалось бы, незначительных персонажей есть своя, хоть местами довольно примитивная арка. Отдельные элементы в плане проработки персонажей, конечно, вызывают вопросы. Однако все эти элементы, работая вместе, дарят зрителю незабываемый опыт. И при просмотре картины ты эти мелкие недостатки совершенно не замечаешь. Да, иногда не обязательно добавлять в фильм трех пауков, чтобы вызвать у зрителя невероятные эмоции. Джеймс Ганн подарил нам очень красочную, драматичную историю, где ты катаешься на безумных эмоциональных качелях на протяжении всего фильма. Ты плачешь, смеешься и снова плачешь, чтобы потом смеяться. Тон фильма по сравнению с двумя предыдущими стал явно мрачнее, однако прежняя бойкость и фирменный юмор Стражей никуда не делись. Джеймс Ганн доводит свою формулу кинокомиксов почти до совершенства и идеально прощается как с персонажами, так и с киновселенной Marvel. Стоит ли упоминать музыку, если речь идет про фильмы Джеймса Ганна? Она великолепна. Музыка здесь является неотъемлемой частью повествования, которая дополняет и наполняет общую историю. Финальная сцена фильма просто выносит зрителя и музыкой, и происходящим на экране. Это было прекрасно. Вообще, в техническом плане Стражи Галактики часть 3 представляет из себя магнум опус режиссера. Видно, как каждый член команды старается и любит свой фильм. Видно, что это уже не просто техническая команда, а настоящая семья. В фильме очень много практических эффектов, качественно проработанных костюмов, интересных операторских и режиссерских решений. А финальная экшн-сцена, снятая одним дублем, просто роняет челюсть на пол. Все легкие технические шероховатости меркнут на фоне остального качества картины. По сравнению с последними проектами Marvel, этот фильм настоящий шедевр, как минимум на уровне последней Мстителей. Я думаю, что Marvel еще не раз пожалеет о том, как они обошлись с Джеймсом Ганном и его увольнением.
Ведь Ганн смог вернуть нас в то время, когда мы с невероятным трепетом смотрели каждый фильм Марвел. Стражи Галактики стали для нас семьей. И теперь пришло время прощаться. Как итог, третья часть Стражей Галактики стала идеальным завершением трилогии. Джеймс Ганн создал свой лучший на данный момент фильм, подарив нам невероятное полотно, при просмотре которого никто не останется равнодушным. Это почти идеальная с технической стороны работа, вызывающая ураган эмоций и увлекающая с первой и до последней минуты. Лучшая супергеройская трилогия – один из лучших кинокомиксов. Браво команде Стражей и браво Джеймс Ганн. Финальная оценка 10 из 10. Ну что ж, друзья, таким и получился обзор на финал трилогии Стражей Галактики. Это было прекрасное прощание с нашими любимыми персонажами. Спасибо вам за просмотр. Смотрите хорошие фильмы, играйте в хорошие игры и не грустите. Все будет хорошо. Пока.